Трамп наносит удар по российскому флоту и делает заявление об угрозах для США со стороны Москвы. Зеленский готовит удар по РФ, а в Москве призывают лидеров ЕС стать на колени. Жесткий приговор российского губернатора, который обворовал Путина и помог ВСУ в Курской области, отправили за решетку. Какое наказание грозит? Украина заявляет о нарушении России режима прекращения огня. Что дальше? Масштабные протесты в стране, заявление ФСБ и Путина. Что происходит? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Трамп снова ударил по России. Белый дом продлил запрет на заход российских судов в американские порты еще на год. Как и прежде, Америка не допускает никаких флагов РФ в США, ни судов, ни компаний, связанных с Кремлем. Речь даже о тех судах, которые тем или иным образом могут быть связаны с Россией. В документе, который появился на сайте Федерального реестра США, сообщается, что всему виной политика и действия российских властей, которые угрожают Америке. Ограничение будет действовать еще по крайней мере 1 год. При этом официально документ будет опубликован 17 апреля. Вот какое послание оставил Трамп. Давайте послушаем. Политика и действия правительства Российской Федерации продолжают представлять собой чрезвычайную угрозу для национальной безопасности в связи с нарушением или угрозой нарушения международных отношений Соединенных Штатов. Поэтому, в соответствии с разделом 202 Закона о чрезвычайных ситуациях, я продлеваю на 1 год режим чрезвычайной ситуации в отношении России, а также чрезвычайные полномочия, касающиеся регулирования стоянки и передвижения судов, связанных с Россией, в портах США. Так, как это изложено в прокламации 10371. Напомню, что впервые запрет для входа российских судов в американские порты был введен еще в апреле 2022 года. Целью было усиление международной изоляции России. Спустя 2 года запрет был продлен Байденом. Согласно уже прошлому документу, в американские порты можно было зайти судам, которые сообщили бы о форс-мажорных обстоятельствах. Например, речь о разрешении морякам любой национальности высадиться или сменить экипаж для оказания экстренной медицинской помощи или других гуманитарных нужд. 16 погибших, 16 часов протеста. В Сербии студенты перекрыли центр города и обратились к Европе. В стране не утихают масштабные протесты. На этот раз один из них прошел в городе Кралево. Студенты требовали справедливости после трагедии в городе Нови Сад, где, напомню, в ноябре 2024 года из-за обрушения бетонного козырька вокзала погибли 16 человек. Люди считают, что к трагедии могла привести коррупция. Протест в Кралево длился 16 часов. Для этого перекрыли ключевые улицы. На главной площади зачитали требования к власти. Давайте послушаем. Это действительно нечто невиданное. Эти дети сотворили небесное чудо. Бог с нами, мы победим. Это не должно останавливаться, ни в коем случае. В то же время в Страсбурге сербские студенты передали письмо в Совет Европы с описанием событий после обрушения над железнодорожной станцией, призвав Европу обратить внимание на происходящее в Сербии. На происходящее в Сербии тем временем уже отреагировали российские исследователи по просьбе президента Сербии Вучича, которого уже призывали уйти в отставку. Да и сам он обещал покинуть пост, если будет доказано, что на одном из таких протестов силовики применили против людей звуковое оружие. Так вот, теперь, полагаясь на вывод российской ФСБ, Вучич заявляет, что его силовики звуковую пушку не использовали, а поэтому покидать пост президента он не собирается, и обвинил людей во лжи. ФСБ – это служба, директором которой является Александр Бортников, человек, который, как мне кажется, дольше всех в истории возглавляет одну из самых мощных спецслужб в мире и является одним из ближайших соратников Владимира Владимировича. Они заявили следующее. На основании полученных результатов можно сделать категорический вывод. Акустические устройства типа излучателей, и теперь они их перечисляют, которые находятся в распоряжении сербских полицейских органов, не использовались во время протестов. Таков вывод. Напомню, в марте сеть облетела видео с протестов, на котором и запечатлен тот очень странный момент, как утверждается, момент применения пушки ЛРАД, которая является акустическим оружием. Во время его применения люди испытывают острую боль в ушах, возможны даже разрывы барабанных перепонок, кроме того, дезориентация и паника.
Путин вместе с Си Цзиньпином собирается покорять космос. Лететь не будут, но планы грандиозные и уверяет, что не воинственные. У нас с Китайской Народной Республикой большие планы. Интересные, хорошие и грандиозные. Вообще со странами БРИКС в целом. С Индией, там, с Южной Африкой, с Бразилией. Это сотрудничество не останавливается. И остановиться не может. В НАТО же считают, что Россия может развязать войну в космосе. Генсек Альянса Рютте 12 апреля заявил, что Москва может применить ядерное оружие против космических спутников. Именно поэтому странам-союзникам по Альянсу нужно готовиться к новым вызовам в космическом пространстве. Рютте уверяет, что Москва рассматривает возможность размещения ЯО за пределами Земли. Генсек обосновал это тем, что сейчас возможности РФ в космосе устарели и не соответствуют уровню Запада, и именно поэтому, далее цитата, «развитие ядерного оружия в космосе – способ для России усилить свой потенциал. Это вызывает серьезную обеспокоенность и означало бы нарушение договора о космосе от 1967 года». Конец цитаты. Напомню, на Западе не впервые звучат такие заявления, на них уже реагировал Кремль. Путин в феврале прошлого года заявил, что РФ категорически против размещения ядерного оружия в космосе, и поэтому Москва предлагает многократно усилить совместную работу по предотвращению гонки вооружений в космосе. А что вы думаете, как далеко мы от новой войны над нашими головами? Напишите в комментариях. Зеленский заявил о подготовке удара по России, говорит о мести за атаку баллистикой по Сумам. На это, по словам украинского президента, у Украины есть полное право. У нас есть чем отвечать на такие удары, и мы не оставим в покое на этой земле подлецов, которые убивают наших людей. Мы имеем на это полное право. Это абсолютно справедливо. Отвечать убийцам так, как они заслуживают. Россия должна смириться с мыслью о неотвратимости силы Украины. И настоящий надежный мир может быть достигнут именно тогда, когда реальность заставит Россию смириться с нашими возможностями. При этом уже накануне стало известно об ударе по городе Шуя, это Ивановская область. В этом городе дислоцируется 112-я бригада ракетных войск, которая, по сообщениям украинской разведки, причастна к обстрелу Сум. До казарм долетели дроны. Я чуть не родила! Ой, мамочки! Ой, мне с сердцем плохо, я не могу. В то же время в МИД РФ не берут ответственность за убийство мирных, пытаясь переложить всю ответственность за гибель более 30 жителей Сум на украинскую власть. Захарова пишет, что целью были военные, но их встреча была организована в центре города. У Лаврова считают, что все те, кто осудил Россию за этот удар, должны стать на колени. Когда же была ликвидирована сходка боевиков, все в одно горло начали обвинять Россию. А когда выяснилось, что прикрыли этих упырей местные власти детьми специально, что-то все замолчали. По логике, после этих публикаций и отставок, они теперь должны на колени встать перед всем миром. В украинском же МИД сделали другое заявление. Там подсчитали, сколько раз Россия нарушила так называемое энергетическое перемирие и сколько было прилетов после переговоров с США и РФ о ненанесении таких ударов. Не прошло и месяца с момента заключения соглашения, но Россия уже нарушила это соглашение более 30 раз. Это означает более 1 удара в день, если брать среднее значение. Был нанесен ущерб нашим энергетическим объектам. К сожалению, мы видим эти российские нарушения. И мы делимся информацией о них с Соединенными Штатами и другими партнерами, со всеми соответствующими международными организациями и институтами. Мы, как украинское государство, по-прежнему придерживаемся этого соглашения с США. Обворовали Путина и помогли ВСУ. Громкое дело в России. Там задержали экс-губернатора Курской области. Арестовали за хищение 1 миллиарда рублей. Он ушел в отставку в декабре 2024 года, через 7 месяцев после назначения и через 3 месяца после выборов, на которых он получил 65% голосов. Его обвиняют в мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на строительство оборонительных укреплений на границе с Украиной. Вместе с ним под суд отправили и его
его бывшего зама, а также еще нескольких фигурантов. По версии следствия, укрепления на границе не были построены, а деньги просто исчезли. Теперь Алексею Смирнову грозит 10 лет тюрьмы. Русская служба BBC со ссылкой на ТАСС пишет, что основной удар Смирнов нанес по бюджету области, когда Курская область готовилась ограждаться от Украины. Например, в деле вспоминаются и так называемые зубы дракона, прочность которых оказалась в 2 раза меньше заявленных требований. В общем, там, где могли украсть, там они и украли. Напомню, что 6 августа 2024 года на территорию Курской области без особых проблем зашли ВСУ. Под их контролем оказалось 1000 квадратных километров. И вот уже 8 месяцев украинские военные находятся под Курском. Контролируют территорию, площадь которой уже в 33 раза меньше, чем была сразу после захвата. Россия продолжает наступление. Украинские и Z-паблики сообщают практически о полном вытеснении ВСУ из Курской области. Друзья, всем хорошего дня, будьте здоровы, спасибо вам за комментарии. Напомню, что новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!